Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о символике и подмене ценностей в новом клипе группы Rammstein «Dick Titan». 25 мая 2022 года состоялась премьера клипа группы Rammstein на песню «Dick Titan», что в переводе означает «большие сиськи». Всего за 3 дня ролик набрал более 8 миллионов просмотров и продолжает занимать верхние позиции трендов Ютуба. С первого взгляда кажется, что песня и клип совершенно лишены смысла и носят чисто развлекательный характер. На самом же деле ролик буквально переполнен символичными образами. В сатирической форме в нем раскрывается тема духовной слепоты человека. Кроме того, клип наглядно показывает подмену ролей мужчины и женщины в современном мире. Режиссером нового клипа Rammstein стал немецкий кинопродюсер Йорн Хейтман, не первый год сотрудничающий с музыкантами. Действие видео происходит в небольшой альпийской деревушке, жители которой отмечают национальный праздник. На первых секундах клипа мы видим группу людей, которые торжественно ведут в село корову. Сама по себе корова, которая неоднократно показывается в клипе, может давать отсылку к древнегреческой богине Луны Селене. Очень часто ее изображали с коровьими рогами на голове. В поздней античности Селена отождествлялась с Гекатой, представляющей собой божество смерти, магии и некромантии. Сцена с коровой дает отсылку к традиционному австрийскому празднику под названием Альмаптрип. В этот день коров, которые все лето паслись в горах, возвращают на зимовье в долину. По случаю Альмаптриба животных украшают композициями из цветов, хвойных веток и разноцветных лент. Когда пастухи со своей скотиной добираются до деревни, там их громко и радостно встречают многочисленные зрители и устраивают по случаю возвращения народное гуляние. Именно это мы и видим в клипе. Возглавляет шествие гитарист Rammstein Рихард Круспе. Чуть позже в клипе он спускается в подвал и переодевается в женский наряд. Это символично показывает, что в современном мире именно такие люди занимают высшие должности. Они ведут двойную жизнь, о которой никто не подозревает. Далее мы видим Тиля Линдеманна. Он играет роль слепого старца. Именно в его образе и кроется основной смысл клипа. Тиль символизирует наше общество, которое находится в плену иллюзий и ложных ценностей, навязанных системой. Это духовная слепота людей, зацикленных на удовлетворении примитивных плотских потребностей. Текст песни поется от лица одинокого пожилого мужчины, мечтающего найти жену. У него есть единственное пожелание к потенциальной супруге – это большая грудь. «Я совсем не требователен, я совсем не привередлив». Как итог всей истории, она не должна быть красивой, она не должна быть умной, нет, она не должна быть богатой. Лишь об одном я бы хотел попросить – о больших сиськах. Таким образом, человек, от лица которого поется эта песня, действительно слеп. Его интересует лишь физическая оболочка, а все потребности сводятся к животным инстинктам. В клипе Тиль Линдеманн смотрит по сторонам так, как если бы он видел. Однако по факту он не видит ничего. Точно так же происходит с людьми, живущими по навязанным ценностям. Они искренне считают, что все делают правильно, а все их желания действительно имеют важность. Когда группа пастухов с коровой приближается к селу, начинается праздник. Параллельно с этим показывается жизнь обычных людей. Здесь в глаза бросается тот факт, что женщины выполняют тяжелую физическую работу, в то время как мужчины особо ничего не делают. Одна девушка пилит бревно, другая занимается столярными работами, третья носит дрова. Даже женские обязанности, такие как стирка и приготовление пищи, показаны в клипе как тяжелый труд. Также нам показывают пожилую пару. Руки у мужчины связаны, словно он занимает подчиненное положение. Чуть позже, в разгар праздника, женщины пьют пиво из огромных бокалов, а мужчины танцуют рядом. Кульминацией является переодевание Рихарда в женскую одежду. Все это символично показывает подмену ролей мужчины и женщины в современном мире. Женское начало берет верх над мужским и подавляет его. Очень символична сцена, где женщина яростно отбивает мясо. Мясо является символом патриархата, а значит, женщина уничтожает его. В конце показываются мясные колбаски из фарша, по форме напоминающие мужское достоинство. То есть от мужского начала не остается ничего. С точки зрения устройства мира можно провести параллель с китайским символом инь-янь. Темный цвет в нем соответствует женскому началу инь, означающему холод, мрак, тьму и все материальное. Белый цвет – это мужское начало янь, которое олицетворяет тепло, свет и духовность.
Согласно китайской философии, только баланс противоположностей может привести к гармонии во Вселенной. В клипе показано уничтожение мужского начала, то есть нарушение баланса Вселенной в сторону тьмы. Еще одна символичная сцена клипа – два мальчика, которые сжигают над горелкой фигурку человека. Все это напоминает колдовской обряд с использованием кукол Вуду. Следующий кадр клипа дает отсылку к сказке Андерсона «Свинопас». Сюжет ее в чем-то пересекается с основной мыслью клипа. В сказке принцесса, любви которой добивался принц, не замечала по-настоящему красивых вещей, но была готова целовать свинопаса за безделушки. Слепой человек в клипе точно так же руководствовался лишь своими низменными желаниями, забыв о душе. Далее мы видим девушку с козлом на руках, а затем пастуха, который кормит его с руки. Козел символизирует самого дьявола. Очень часто его изображают с козлиной головой. Данная сцена проводит параллель с библейским сюжетом, согласно которому изначально именно женщина подалась соблазну дьявола. Очень символичен момент клипа, на котором девушки привели Линдеманна в лес и направили его ружье в сторону оленя. А олень является символом благородства, чистоты и духовности. Духовно слепые люди убивают в себе все эти качества. Кроме того, ими очень легко манипулировать и управлять. Именно это и делают две девушки, сопровождающие Линдеманна. Отдельного внимания заслуживает сцена с переодеванием Рихарда Круспи. Здесь прослеживается тема продвижения трансгендеров и ЛГБТ-сообществ. Кроме того, мы видим, что Рихард спускается в подвал. То есть это некая подпольная жизнь, о которой никто не знает. Когда музыкант подкладывает сено на место груди, создается ощущение, что сейчас он направится к слепому старцу, чтобы соблазнить его. Этого не происходит. Тем не менее, если бы Рихард сделал это, вряд ли бы Тиль заметил подвох. Ведь его главное требование в виде большой груди было бы удовлетворено. Суть этого эпизода заключается в том, что когда общество сфокусировано на ложных ценностях, даже самые мерзкие и отвратительные вещи могут восприниматься людьми как норма. В конце клипа мы видим свинопаса, перед которым появляется слепой старец. Он идет по отвесной скале и останавливается на самом ее краю. Камера делает акцент на цветке Эдельвейса, на который наступает Линдеманн. Эдельвейс символизирует любовь и верность. Наступая на него, главный герой клипа словно попирает эти светлые чувства. На протяжении ролика Тиль Линдеманн периодически показывается в доме на фоне угла с иконами и распятием, что является своеобразной насмешкой над религией. В сцене после титров в деревушку забредает католический священник. Девушки с большой грудью буквально атакуют его, подвергая соблазнам. Однако мужчина убегает от них. Таким образом, мы видим, что верующего человека интересует не только форма, но и содержание. Помимо всего перечисленного, в клипе присутствует множество пошлых моментов, которые вызывают ассоциации с действиями сексуального характера. Судя по всему, они рассчитаны на тех, кто увидел в клипе лишь большую грудь, а значит, слеп так же, как и его главный герой. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.